Андрей Сергеевич, пришли рейтинги кровавых шлюх. Я в шоке. Никто не ожидал таких цифр. Ну, Оксан, не всегда же побеждать. Что? Очень плохо, да? Плохо? Да вы что? Это суперхит. Мы превысили все показатели наших основных конкурентов. Андрей Сергеевич, я вас поздравляю. А как? Как? Почему? Ну, все критики как один говорят, что это самая смелая комедия сезона. Комедия, блядь? Это мелодрама, Оксана! Какая нахуй комедия? Ну, я не знаю, ну так пишут. Андрей Сергеевич, что мы теперь будем делать? Видимо, второй сезон. После выхода первого сезона «Отеля Хазбин» Amazon продлил мультсериал до 4 сезонов, при том, что планировалось выпустить лишь 2 сезона. И возможно, в скором будущем мультфильм будет продлен еще на 1 сезон, потому как Вивьен говорила о своем желании, чтобы в мультфильме было 5 сезонов. На самом деле, если говорить честно, то Вивьен большая молодец, потому как она не только убедила руководство на продолжение основного проекта, но и протолкнула свой спин-офф «Адский босс» на Prime Video, при этом перелопатив все серии до приемлемого уровня анимации. Как вы уже могли понять по моим предыдущим видео, если вы их смотрели, я тот еще фанат мультсериала. Я видел его развитие с 2020 года. Конечно, я не сразу проникся к нему и его фандому, но как и настоящая любовь, она приходила постепенно. В том плане, что до выхода первого сезона я не особо верил в него, мне было все равно, ведь прошло много времени с момента выхода пилотной серии. Но когда появились первые редизайны и первые кадры, я был приятно удивлен. А с выходом первого сезона я и вовсе оказался в восторге. Ну и естественно, после просмотра первого сезона я ждал второй, попутно погружаясь в фандом. И вот наконец-то он вышел, и теперь я вновь готов разобрать мультфильм, сравнить его с первым сезоном и поделиться своими впечатлениями и размышлениями. Меня зовут Артем Матвиенко, и вы на моем канале. Приятного просмотра! Первый сезон «Отеля Хазбин», вышедший на Prime Video в январе 2024 года, стал не просто успешным проектом, а самым настоящим культурным феноменом. Он мгновенно установил рекорд как крупнейший мировой дебют по количеству зрителей на платформе, а его музыкальные номера суммарно преодолели отметку в миллиард прослушиваний на Spotify. Поэтому вопрос о продолжении был лишь делом времени. Ребят, смотрите, зритель всегда ждет от продолжения то же самое, только больше, да? То есть нам нужно сделать еще хуже? Боюсь, это невыполнимая задача. А я верю в нашу команду. Мы сумеем. Пробить дно! Производство самого второго сезона началось еще задолго до релиза первого, а после него, по мере роста доходов, к работе подключили еще одну студию на аутсорс. В свою очередь, это значительно ускорило производство и повысило качество анимации. Напомню, что студия Bento Box, которая занималась анимацией первого сезона, до этого работала преимущественно над проектами вроде Бургерной Боба и Бриклберри, которые были менее динамичными и визуально насыщенными, чем Отель Хазбин. В целом все шло нормально, но в ноябре 2024 года произошел крупнейший скандал, который прогремел на весь фандом. Что собственно произошло? А произошло то, что часть производства, которую передали студии Doghead на аутсорс, внезапно утекла в интернет. В сеть попали тогда небольшие фрагменты анимации, раскадровки, фаны и, по некоторым данным, даже ключевые элементы сюжета почти всего второго сезона. Проблема заключалась в том, что студия работала удаленно, система безопасности у них была слабой, и некто из-за границы довольно простым способом получил доступ к рабочим файлам сотрудников. Материал выкрали и выложили в сеть. Я прислал? Да. Прибор упал? Да. У вас режиссер новый, а я про это ничего не знаю? Как не знаете, вы же мне вы сами его прислали по почте. Ну, как... Покажи письмо, сука! Иди, твою мать. Здесь адрес Симонов 75, а мой адрес Симонов 1975. Ты понимаешь, что это значит? Что вам? 44 года. Я тебя в унитазе утоплю, Влад.
Жди инструкций. Данная утечка моментально расколола фандом на две части. Первая часть бросилась сразу обсуждать спойлеры и распространять их по сети, а другая часть, так называемое мною антиспойлерное крыло, начала отчаянно пытаться защитить себя и других от преждевременных откровений. Влад, сейчас что расскажу, ты просто охренеешь. Ну, бомби. Куренок, тебе что делать нехуй, что ли, а? Иди работай! И все же, несмотря на такой шум, производство не остановилось, и вскоре скандал подутих, и уже через неделю все почистили, а оставшиеся сливы разошлись по закрытым телеграм-каналам. Примерно 27 июля 2025 года, ближе к выходу сезона, началась активная рекламная кампания. Была объявлена дата премьеры, а именно 29 октября 2025 года, а далее посыпались всяческие материалы. Первые кадры, тизеры, трейлеры, песни и даже маленькие фрагменты анимации. Вся эта промо-лавина моментально заполнила интернет не хуже ноябрьских сливов. Некоторые фанаты даже восприняли все это дело негативно, мол, им опять все проспойлерили. А после наступило 29 октября, вышел второй сезон, и казалось бы, все должны были быть в восторге, да? Нет, блядь! Нет! Ведь почти перед самой премьерой авторы сумели конкретно обосраться и слить еще некоторые моменты. Ведь авторы подумали, а не предоставить ли нам еще не вышедшие серии журналистам, проплатить их и на этом хорошо пропиариться. А, бабки. В итоге один не особо внимательный журналист забыл про то, что у него эксклюзивный материал, и оставил свой комп открытым, чем и воспользовались сливщики. Были сняты некоторые серии, которые в дальнейшем попали в интернет, в частности в ТикТок. И слили все это не супер-пупер хакеры-анонимусы, не воры и уж тем более не фанаты, а внимание! Дети журналиста, которые увидели у папаши мультик и сняли на видео экран компьютера. По итогу авторы попиарились, конечно, спору нет, но они забыли снять штаны. Вроде, по твоим словам, обсираюсь я, а штаны в говне у тебя. Суммируя все это, получается, что если человеку не было плевать на все сливы и он просто был больно любопытным, то он наверняка уже знает сезон на 50, а то и на 75%. Ну а теперь то, ради чего все мы здесь находимся. Пора пройтись по самому сезону. Второй сезон Отеля Хазбин развивает сюжет сразу на двух фронтах, в аду и на небесах, значительно расширяя вселенную и поднимая ставки чуть ли не до уровня полноценной войны. После победы над экзорцистами Чарли оказывается в центре ажиотажа. Толпы грешников стекаются туда, ошибочно полагая, что это место, где можно дать дальнейшее сопротивление ангелам. Но успех быстро оборачивается проблемами. Медиа, управляемые Воксом и Ви в целом, переворачивают ее слова, подрывают репутацию и используют ситуацию как часть большого плана по установлению тотальной власти не только в аду, но и на небе. Тем временем на небесах происходит нечто неслыханное. Первая душа из ада, Серпентиус, искупляется. Этот прецедент запускает цепочку событий, от сомнений архангелов до решения Серы закрыть небеса от возможного восстания ада. Люд, тем временем, видящая галлюцинация Адама, все глубже погружается в безумие и замышляет кровавую месть. В самом аду Чарли пытается сохранить авторитет, восстановить веру в искупление и удержать отель от разрушения. Но ситуация выходит из-под контроля, попытки повторить эксперимент искупления становятся катастрофой, а интервью Кэти Киллджой и вовсе ее изматывает. Даже близкий Чарли начинает сомневаться, и как следствие ее отношения с Веги и Люцифером переживают кризис. Параллельно раскрываются и другие ключевые персонажи, такие как Алстер, Баксер, Черри-Бомб, Хаск и Энджел, и конечно же Вокс, который выходит на пик власти, манипулируя всеми от грешников до Люцифера. Как следствие, война между небесами и адом стала неизбежной, и каждая серия постепенно добавляет новые слои к конфликту, будто это политические, личные или эмоциональные. По итогу второй сезон показывает, что искупление оно реально, но цена за правду и мир оказывается слишком высокой, как для ада, так и для небес. На самом деле, я попытался максимально сконцентрироваться на сезоне и при этом не раскрыть ключевых деталей, для того чтобы вам не спойлерить лишний раз сезон. Я очень сильно надеюсь, что вы посмотрели второй сезон и мне не придется лишний раз оправдываться. По правде говоря, второй сезон Отеля Хазбин серьезно продвинул вселенную вперед, привнеся огромное количество фактов, историй и сюжетных поворотов. Взять, например, флешбеки. Нам они показали прошлое Алстера и Вокса, показали прошлое Сэра Пентиуса, когда он был живой. Нам показали даже, когда Вокс был молодым, ну, условно 40-50 лет назад.
И даже нам показали некоторые флешбеки из армии экзорцистов, когда Веги все это дело вспоминала. Да, это все было совсем секундными моментами, но они довольно сильно раскрывали персонажа в момент стресса. И если все это дело сравнивать с первым сезоном, то там вспоминается всего лишь одна действительно значимая предыстория. Это предыстория Веги как ангела-экзорциста. Второй же сезон явно демонстрирует в этом плане прогресс. Здесь предыстории стали одними из ключевых инструментов раскрытия персонажей, и этому уделили куда больше внимания, чем в первом сезоне. И лично для меня пиком подобного раскрытия стала песня Вокса «Ярче». Мощная, драматичная и точно попадающая в характер героя. Благодаря этому второй сезон стал значительно насыщеннее и конкретнее. Если первый сезон был сборной солянкой обо всем, неким большим введением во вселенную, то второй за счет акцента на Ви и увеличенного хронометража дал нам возможность полноценно погрузиться в ад, рай и в историю персонажей. И предыстория в этом плане является не единственным инструментом раскрытия героев. При этом же сезон не отходит от тактики, которую я описал в своем предыдущем видео. Сезон явно продолжает раскрывать арки, начатые еще в первом сезоне, не закрывая ни одну из них. Даже того же Адама не забыли. Он только присутствует в виде призрачного образа, который продолжает давить на сознание Люд. Хочу уделить отдельное внимание нашей пассии, которая стала куда активнее в этом сезоне. Если в первом сезоне Чарли постоянно направляли и страховали, и в этом она играла больше некую связующую роль между другими арками, то во втором сезоне ей дали куда больше самостоятельности. На протяжении первых 5 серий, не считая вторую, она занимается тем, чтобы доказать народу, что ее искупление работает, всеми силами и всеми возможностями. Но именно эта свобода воли и сыграла с ней злую шутку. Я очень тронут, ребят, что вы все так обо мне заботитесь, но я знаю, что я делаю. Не знаете, вы как будто марионетка дьявола, у которой нитки оторвались, и она херачит по миру, вытворяя безбожные трюки. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Стоило Чарли взять все в свои руки, как она мгновенно загнала себя, отель, друзей и весь ад в такую кромешную жопу, что пришлось организовывать целую миссию по контрпропаганде и попытке наладить мир между адом и небесами. Таким образом, если все суммировать, то второй сезон это настоящее начало полноценной истории Хазбина, а не видение, каковым был по сути первый. И это как раз то, чего фанаты просили после выхода первого сезона – насыщенности истории и раскрытия. Говоря же о технической части, например, об анимации, то она выросла в качестве. В Хазбине появились легкие намеки на 3D, стало больше эффектов, динамики, а сцены стали визуально насыщеннее. Особенно это заметно в 8 серии. На это явно повлияло как опыт старой студии, так и свежие силы новой. Однако местами есть некачественные пиксельные фоны, но они довольно редкие. Говоря же о звуке, то мне лично пока сложно делать какие-либо выводы. Оригинал я еще не смотрел, да и не хочу. А дубляжи, которые я смотрел, они довольно искаженные и многое в них теряется. Тут стоит подождать полноценного дубляжа, чтобы оценить все честно. Однако, можете оставить свое мнение в комментариях. Есть изменения и в мюзиклах. Во втором сезоне мюзиклы берут количеством, а не качеством. В первом сезоне в каждой серии было по 2 песни, которые легко запоминались и четко ассоциировались с сюжетом. Во втором же сезоне они приобрели более функциональный характер. И частично из-за этого они хуже остаются в памяти. К тому же, множество песен состоят из нескольких разных музыкальных жанров и реприз, из-за чего, говоря по правде, очень сильно болит голова. На данный момент в фандоме активно форсится примерно 5 песен. Среди них это Gravity, Love and Battle и Easy. К слову, на YouTube Gravity остается самым популярным видеоклипом по второму сезону. Может показаться, что второй сезон куда лучше первого сезона, и что у него нет каких-то серьезных недостатков. Как говорится, не обошлось без говнеца в бочке шоколада. Пора перейти к тем проблемам, на которые даже сама Вивьен Медрана публично отреагировала у себя в блоге. И первая проблема – это Чарли как таковая. И вот тут я забираю свои слова о благородности ее идеи обратно. И нет, не потому что Чарли стала плохим персонажем, нет, а потому что ее поведение во втором сезоне вызывает вопросы даже у самых лояльных фанатов. Начиная с 3 серии, Чарли начинает творить такой набор необъяснимых поступков, тем самым загоняя отель, друзей и весь ад в тот самый зад, о котором я говорил выше. Мы в дерьме! Мы в дерьме! Что конкретно глупого Чарли сделала? Это пригласила Вокса в отель, совершила спидран по искуплению, пошла на новостное интервью, пыталась извиниться перед грешниками за счет ангелов и поссорилась с Веги и Люцифером из-за того, что они влезли в ее личные дела.
Класс, молодцы. Мораль, нравственность, лицемерие, жопа. Как-то подробно рассказывать каждую сцену, где она ошибалась, я не буду. Вы и так все это видели. Но пишу одну из сцен из 3-й серии. В этой сцене Вокс у Чарли спрашивает: «Как ты думаешь, меня можно искупить?» На что Чарли отвечает, что искупление возможно для любого. В смысле, блядь, для любого? Бабы, вы уничтожите этот мир. Я-то думал, она благороднее как-то к этому относится, считает, что в аду есть души, которые незаслуженно находятся в аду. Но нет, мы хотим просто всех искупить и спасти тем самым души. Ну, блядь, не дура ли, а? Как думаете, я смогу искупиться? Я верю, что все могут искупиться. Хули ты пиздишь, сука, животное ебаное? Также важно и другое. Чарли в тех поступках не руководствуется какой-либо логикой. Ставит свои планы выше других, игнорируя мнение даже самых близких. Верит в исключительную доброту и честность грешников. Чарли живет в иллюзии, что если она будет достаточно стараться, то когда-нибудь она всем докажет, что ее отель работает, искупление возможно и что она молодец, а не пустое место в аду, как ей постоянно намекают. На самом деле, первые отголоски ее гордыни и тупости были заметны еще в 1-м сезоне. Я театральная актриса. Пизда ты с ушами! Ты чего? Нет, я не понимаю, что происходит. Например, как она повела. Нет, потащила Веги с собой в рай, даже не взглянув на то, как та нервничает и как очевидно, не подумала о том, что Веги там в раю будет некомфортно. Если еще в 1-м сезоне это было лишь так, незаметно и было как бы незначительно, то во 2-м сезоне нам прямо показали ее реальные черты характера. К этим чертам добавилось еще и заметное лицемерие. Ведь ее идеи как бы включают в себя прощение, смирение, доброту и честность. Но на деле Чарли просто этим всем прикрывается. Если бы она реально жила по своим идеалам, то она бы точно не пыталась пиарить отель ради собственной значимости, сидела бы спокойно и изучала искупление, уважала бы гостей и уж точно не ставила бы на них эксперименты. Особенно меня взбесило то, как Чарли отругала отца и Веги за то, что те посмели опозорить ее и ангелов перед всем адом. И тут назревает вопрос: а как же начни с прости, а как же понимание? Так что Чарли полностью оправдывает себя как гордая дочь Люцифера, повелителя гордыни. Не так далеко уж яблоко от яблони и упало. Ева его откусила, и ее змея потом выебла, и тебя Мухич выебет. Меня? Змея? Я не хочу. А змея похуй. Отсюда вытекает и другая проблема, о которой сама Вивзи упоминала. В финале Чарли так и не простила Люцифера и не проявила о нем хоть какую-то заботу. Вместо этого она просто переключилась на эфир с Пентиусом, как будто бы ничего не произошло. Но здесь ситуация обратная. Тут просто нужно поставить себя на место Чарли, так как та не знала, что было на самом деле с Люцифером. Да и Чарли пошла на эту самую вечеринку по большей части именно ради отца. А еще Чарли по отношению к отцу уже чувствовал свою вину и уже до этого строчилось обвинение ему в СМС. Ну и в самом мультфильме предполагается, что Чарли все же помогла отцу, но только за кадром. Остальные же проблемы все такие же. Малый хронометраж, а также шутки, которые тут неуместные, пошлые и примитивные. Вариантов там на самом деле много. Можно же даже сделать микс. Посадить обнюханных гомосексуалистов в студию, и пусть они посылают там друг друга и матерятся сколько душе угодно. Однако это даже не корень этой проблемы. Проблема в том, что из-за подобных шуток мультсериал сложно смотреть размеренно. Они появляются внезапно, сбивая темп и отвлекают от того, что по идее должно быть серьезным повествованием. Не сказать, что в 1-м сезоне было лучше, но там за счет простоты сценария все эти шуточки казались куда органичнее. Во 2-м сезоне же, где повествование стало глубже, а предыстории больше, такие вставки выглядят не к месту и порой ломают эмоциональный ритм. На самом деле, я не думал, что фандом так сильно поменяется к выходу 2-го сезона. Про творчество аудитории я уже рассказывал, все это не поменялось от слова совсем, я серьезно. Что не скажешь об общем отношении к мультфильму. Если еще с выходом 1-го сезона многие люди хоть и разочаровались, так как претензии в основном исходили от олдов и поклонников пилота, то уже к выходу 2-го сезона возникла отдельная мода на тотальную критику мультсериала. К середине 2025 года, еще до выхода 2-го сезона, в том же ТикТоке появилось огромное количество критиков мультсериала. Их, так скажем, критика сводилась к разбору проблем с недосказанностью, логикой, а также разбору самих персонажей.
А вот после выхода второго сезона, на фоне высказанных мною выше проблем, фандом это массово подхватил и принялся за массовую критику мультсериала. Главной темой обсуждения, конечно, была тупость Чарли. Ведь многие, как я говорил выше, просто разочаровались в персонаже. Но суть не в этом. Критика стала настолько общепринятым занятием, что это вошло в некую часть самого фандома. Появился отдельный пласт фанатов, которые не любят Хазбин, можно даже сказать, что они его ненавидят, но по факту они остаются фанатами мультсериала, что следят за творчеством, теориями и, конечно же, за самим мультсериалом. Можно даже сказать, что сейчас самыми активными фанатами стали критики и хейтеры. Их стало так много, что даже я за ними не поспеваю, ведь, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Ну, есть два мнения, мое и то, которое я на хую вертел. С одной стороны, меня это даже радует. Теперь в фэндоме сформировался настоящий баланс, своеобразный инь-янь. Более того, это один из немногих случаев, когда само фан-сообщество стало неотъемлемой частью мультсериала, где та же самая Вивьен Медрана не просто видит реакцию аудитории, но и порой учитывает ее запросы, прислушиваясь как к светлой, так и к темной стороне фэндома. Но с другой стороны, в Helloverse этот самый баланс работает и в обратную сторону. Обе группы часто впадают в психоз, и вместо сохранения адекватности все выливается в бесконечные срачи в соцсетях, порой из-за совершенно незначительных мелочей. Помнится, в своем предыдущем видео я говорил, что фэндом должен обзавестись своим критическим крылом, которое бы могло здраво смотреть на объект интереса и не позволять сообществу скатываться в фанатскую секту. Но я не думал, что такое вообще на практике сможет реализоваться. И секрет тут кроется в том, что сам мультсериал буквально провоцирует подобное явление. Отель Хазбин создан прежде всего для фандома, для людей, которые знают лор, умеют в нем ковыряться и получать от этого удовольствие. Такие зрители не ограничиваются одним просмотром мультсериала, ведь большинство важной информации о нем раскрывается еще в интервью с Вивьен Медрана и актерами озвучки, а еще в огромном массиве фан-творчества, теориях, разборах и обсуждениях. Один из примеров это, например, подарки Люциферу, которые подарили ему грехи. Я этого не замечал и узнал только о них, об этих подарках, только от блогеров и от фанатов. Таким образом, если говорить простым языком, Хазбин Hotel это настоящая насыщенная жвачка для фанатов. И уже в процессе ее разжевывания аудитория начинает выдавать тонны базы, домыслов и наблюдений. Причем этому подвержены не только преданные фанаты, но и критики с хейтерами. Разница между ними в том, что одни заполняют соцсети крутыми теориями и находками, другими разборами и претензиями, и что характерно, последние сейчас активнее всех. И именно поэтому внутри этого фандома сформировалось органичное равновесие. Сообщество, способное как искренне любить, так и его искренне ненавидеть. И как гласит народная мудрость, от любви до ненависти всего лишь один шаг. И тут мы можем дать ответ на главный вопрос. Почему, несмотря на проблемы, даже порой серьезные, мультфильм до сих пор не отменен, а наоборот стал самым популярным анимационным сериалом? А ответ как раз в том, что аудитория мультсериала очень активна, что фанаты, что и хейтеры. И именно они разогнали мультфильм до такой степени, что о нем знает уже весь мир. Боже, я даже не знаю, как все это дело заканчивать. Я прошелся практически по всей истории мультсериала, от арки зоофобии до полноценных серий. Лично для меня эта история длится уже как 7-й год. Мне уже, на минуточку, 20 лет, а я все еще не могу бросить то, что когда-то в ноябре 2019 года я увидел и посчитал уродством. И вот сейчас я записываю это видео и по сей день живу вместе с этим проектом. Поначалу это, конечно, было предвзято. Мультфильм был популярен, и я просто хотел на нем похайпиться и донести, как мне казалось, правду, что пилот на самом деле не такой уж идеален и не заслуживает такой популярности. Но именно благодаря хайпу конца 2019 года мы сегодня имеем две полноценные анимационные истории, связанные единой вселенной. Конечно, я считаю неправильно с моей стороны относиться к этой вселенной слишком серьезно. Все же оба этих проекта являются комедийными и с довольно-таки низким юмором. Но для меня, как любителя российских комедий, это даже плюс. И даже самый неуместный адский юмор порой кажется мне смешным. Босс, что вы делаете? Сейчас буду смотреть «Отель Хазбин». Да? Да, Вэгги и Чарли. Да, погоди, ты внимательно-то посмотри, о чем. Просто я хочу посмотреть на вашу реакцию. Круто. Если что, мы это осуждаем. Я нет. Я одобряю. Я против ЗОЖ вообще-то. Ну, готовься к блокировке тогда. Адский босс в этом плане работает лучше, потому что он не пытается быть серьезным.
Отель Хазбин же напротив, смешивает юмор с действительно важными темами. Взять ту же самую идею искупления. На первый взгляд она выглядит глупой и утопичной, но постепенно эта идея становится реальной, показывая, что даже в аду есть что-то такое, что может быть достигнуто. Даже для тех, для кого ад — это место всей жизни. Поэтому я и отношусь к мультфильму серьезно, а с тех пор, как я поступил на ИСТФАК, я стал интересоваться вселенной еще сильнее. С выходом первого, а затем и второго сезона я понял, что мультсериал действительно сильный. Именно сильный, не идеальный, не образцовый, но в который было вложено очень много сил, особенно в многочисленные мюзиклы, некоторые из которых не стыдно послушать в поездке. И эти старания окупились в 100-кратном размере. Этот мультфильм привлек к себе столько внимания, что стал самым востребованным мультсериалом по версии книги рекордов Гиннесса, при том, что сам мультфильм далек от идеала. Если говорить откровенно и честно о втором сезоне, то он меня скорее порадовал, чем разочаровал. Это отличное продолжение первого сезона. Он блестяще раскрыл ключевых персонажей и подарил нам предыстории Алласера, Вокса и Серапентиуса. Раскрыл их мотивы, их грехи и их поступки. Но главное, этот самый сезон дал свободу действий нашей главной героине. И именно ее раскрытие разочаровало многих фанатов, ведь стало видно, что из-за гордыни и наивности Чарли ставит свои идеи выше отношений с другими и даже выше себя. И если честно, я боюсь представить, что будет в последующих сезонах. Но, как и всегда, я буду их с нетерпением ждать. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Я очень старался над своими видео. Эта трилогия даст вам больше понимания о самом мультфильме, его фандоме и моем отношении ко всей этой вселенной. С вами был Микки Бен. До скорых встреч. Пока.